Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про собаку по имени Карма. Сразу хочу сказать, что все закончилось хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась с того, что в одном поселении увидели худую бездомную собаку. Это место, это небольшая деревня, в которой все друг друга знают, но никто не знал, откуда там взялась собака. 2 недели собака бегала по деревне, выпрашивала еду, но к людям она не подходила. Она очень сильно боялась людей, как только к ней кто-то подходил, она тут же убегала. Одна женщина, которая прикармливала там собаку, стала обзванивать всех, кого только можно, для того, чтобы ей помогли поймать и забрать собаку. Но все отказали. Я думаю, из-за того, что это место просто находится очень далеко, и оно небезопасно. Ну, не само место, а именно дорога к нему. А ехать непонятно куда, так далеко, и непонятно, поймаешь ты собаку или нет. В общем, все отказались. Она написала длинное письмо, которое послала в приют, в котором расписала все, что происходило с ней последние 2 недели, с ней и с собакой. Это такой был крик о помощи. Я получил это письмо от начальницы приюта, и она подписала: позвони и постарайся разобраться, что там происходит. Я позвонил, сказал, что я по поводу собаки, и что я постараюсь помочь. И я услышал, как на той стороне женщина расплакалась. Я постарался ее успокоить, сказал, что не переживай, что все будет хорошо, мы постараемся сделать все, что можно, и сказал, что мне нужна будет ее помощь. Она сказала: да, хорошо, она была очень довольна. Радости не было предела. Я сказал, что в этот день она не кормила собаку, не оставляла ей еду, а кормила ее только с руки. На собаке был старый ошейник. Я объяснил, что хорошо бы было бы пристегнуть ее и привязать к какому-нибудь дереву, попробовать пристегнуть ее. Она сказала, что они даже купили поводок и ошейник, и собака к ним подходила даже близко, но у них ничего не получилось. Не получилось одеть на нее ни ошейник, ни поводок. Мы договорились так, что она возьмет длинную веревку, привяжет ее к дереву и попробует приманить собаку и зацепить ее карабином. Она сказала, что она постарается. В общем, мы договорились на вечер, что я приеду вечером и за час ей позвоню. Когда я позвонил ей за час, она радостно сказала, что: Олег, у меня получилось. В общем, у нее получилось пристегнуть собаку на такой длинный ремень, который она привязала к дереву. И она сказала, что у нее даже получилось поменять ей этот ошейник. Все, сейчас можно было не спешить. Я просто хотел приехать до темноты, потому что не знал, сколько времени у меня возьмет уговаривать собаку поехать со мной. И, может быть, даже пришлось бы потратить на это не один день. Когда я приехал, собака сидела пристегнутая к дереву, я стал к ней подходить. Как только она меня увидела, она сразу стала отходить в сторону. Я присел на корточки. Всегда нужно быть ниже к собаке, которая боится, никогда не возвышаться над ней и никогда не заходить со спины. Я потихоньку подошел к собаке. У меня было такое ощущение, что она все поняла. Она сидела спокойно, она дала себя гладить. Было видно, что она была домашняя собака. Я не знаю, почему она сразу успокоилась, но мне кажется, что на нее подействовал поводок. Вот то, что ее пристегнули, и она может быть, она вспомнила дом, я не знаю. Теперь осталось разобраться с 2 вопросами. Первое — это щенки, потому что было видно, что у нее были щенки, хотя 2 недели она бродила по этому поселению, и никто не слышал плач щенков. И последнюю неделю она сидела все время на пустыре и никуда не уходила, потому что я спросил у женщины, она сказала, она никуда не уходила, она все время видела ее на пустыре, поэтому и никто не слышал плача щенков. И вторая проблема — это посадить ее в машину, потому что машина она очень сильно боялась. Я включил на телефоне плач маленьких щенят. Иногда это помогает маме собаки вспомнить о малышах. Я надеялся, что, может быть, она меня приведет в то место, там, где щенята, или там, где они были, но ничего не получилось. Собака не среагировала на плач малышей. Все, теперь ее можно было забирать. Следующая проблема — это посадить ее в машину.
Собака очень сильно боялась машину. То, что я сделал, я пристегнул ее на поводок и стал ходить. Ходил туда и сюда, и каждый раз, проходя мимо, я все ближе и ближе подходил к машине. Не мой собака. Не мой собака такая. Ты мой собака. Пошли, пошли, идем. Идем с вами. Пошел. Поехали. Не бойся. Не бойся. Ну что, поедем домой? Поедем домой, что тебе здесь шляться? А? Поехали? Будешь ты теперь домашняя, не будешь бездомная. Хорошо? Ты моя собака, ты красавица. Пойдем? Пошли. Пошли, не бойся, не бойся. Но как только я подходил ближе, чем на 10 метров, она тут же упиралась всеми 4 лапами. Она боялась машин, просто был панический страх. Ее нужно было поднять, пройти с ней на руках несколько метров и посадить ее в машину. Собака не маленькая. То, что я сделал, я намотал поводок ей на нос, сделал такую небольшую петлю, взял ее в руки, ну, только для того, чтобы обезопасить себя, чтобы она просто меня не прихватила. Приподнял и быстро посадил ее в машину. Перед тем, как посадить собаку в машину, я спросил у женщины, придумала ли она собаке какое-то имя. Она сказала, что нет. Я сказал, ты должна придумать, потому что ты ее нашла, и ты должна придумать ей имя обязательно. Она подумала и сказала, можно ее будут звать Карма. Я сказал, Карма — это прекрасное имя, ее будут звать Карма. Карма по дороге ехала абсолютно спокойно в машине. Вообще это очень было странно, насколько собака боялась машину снаружи и как она спокойно чувствовала себя внутри. Она сидела, смотрела в окно, она не делала абсолютно никаких проблем. Она спокойно сидела всю дорогу. Дорога была очень дальняя. Она, конечно, опасалась меня, так отворачивалась от меня, как я на нее смотрел, разговаривал с ней, она начинала отворачивать от меня лицо свое. Ну, это понятно, потому что все-таки я для нее какой-то стресс. Что-нибудь хорошее расскажи мне. Все, мы выехали с вражеских территорий. Ух ты, как зеваешь, тебе жарко. Карма? Ну, смотри на меня. Морда. Не бойся ты, чего ты? Что его можно подумать? Такая прям злая из себя. Карма? Только ты мне смотри, не укачивайся, хорошо здесь? Чем тебе пахнет? Хорошо? Морда. Ты моя красавица. Ты моя красавица. Ты моя красавица. Ты такая красивая собака. Дорога была очень долгой, и в приют мы приехали, уже было темно. Проверили собаку Карму на наличие датчика, электронного чипа. Датчика в ней не оказалось, поэтому она официально бездомная собака. Хотя уже нет. Забегая вперед, хочу сказать, что очень хочется, чтобы все истории бездомных зверенышей заканчивались именно так, как
история собаки по имени Карма, потому что через несколько дней она уехала в новый дом. Ее забрали очень хорошие ребята, у которых был лабрадор-девочка, которая прожила у них до самой старости, и 3 месяца назад ее не стало. И они, когда увидели Карму, они так в нее влюбились, приехали в приют, быстро заполнили все документы на нее и забрали ее домой. Когда они забирали собаку, я спросил у ребят, какое имя теперь будет у собаки. Они сказали, что они посовещались и решили, что они будут менять ей имя и оставят ее с именем Карма. В общем, ее так и зовут сейчас Карма. Мы никогда не узнаем, что с ней было раньше, откуда она оказалась в этом закрытом поселении, в котором рядом ничего нет. Почему она так сильно боится машин, но в то же время очень любит ездить в машине. Мы никогда этого не узнаем. Но на самом деле это не важно. Самое главное, что сейчас у нее есть любящая семья, ребята, которые ее любят и никогда ее не бросят. Вот так закончилась история собаки по имени Карма. Не проходите мимо бездомных животных, они нуждаются в нашей помощи. Все, а на сегодня все. Удачи всем, берегите себя. Всем пока. זה האוטו שלך. זה החדש. תכף את תיכנסי לזה וניסע לבית החדש שלך. Удачи тебе, малыш.